Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская, и сегодня я хочу показать, как можно в программе Camtasia Studio заменить фон для вашего живого видео. Например, сделать его вот таким, как у меня. Здравствуйте, с вами вновь Лариса Левинская. Конечно же, все было не настолько красиво. В исходном файле видео было вот таким вот. Видео зеленый фон за мной называется хромакеем. И сейчас я подробно расскажу и про хромакей, и про то, как сделать качественную замену фона в программе Camtasia Studio. Обо всем по порядку. Показываю, какой хромакей сделала я. Использовала для этого самый обыкновенный креп-сатин из ближайшего магазина тканей. Цвет изумрудно-зеленый. Размер материала у меня ширина 1,40 м стандартная ширина, длина 2,5 метра, мне этого куска вполне хватает. Прикрепила я к стене хромакей самыми обыкновенными булавками для шитья. На расстоянии ориентировочно 10-15 сантиметров. Держится, как ни странно. Идеально, конечно, разгладить не получается. Ткань все-таки синтетическая, складочки потом опять собираются. Но мне это не мешает при съемке видео. И по поводу стоимости, это обошлось дешевле, чем заказывать с AliExpress или с другого интернет-магазина готовый хромакей. Меньше, чем $5. Может быть 3, если так считать подробно по курсу. Надеюсь, что мой опыт будет полезен вам в создании собственного хромакея. А теперь я покажу, как в программе Camtasia Studio можно убрать этот темно-зеленый фон хромакея и заменить его красивым фоном, который вам необходим. Я выбираю в главном меню файл, импорт мультимедиа. Выбираю тот исходный файл, в котором у меня за спиной хромакей. Вот он. Правой кнопкой мыши становлюсь на этом файле и выбираю добавить на шкалу времени в точку указателя воспроизведения. Зажимаю клавишу Ctrl и колесико мышки уменьшаю протяженность этого файла. Теперь я выбираю, активирую нужный мне файл, выбираю инструменты, визуальные свойства. Выбираю удалить цвет. И вот теперь давайте выберем тот кадр, на котором я нахожусь. Видите, здесь есть такая ведерко, можно выбрать цвет. Ну, так как у меня хромакей особого оттенка, чтобы не ошибиться с оттенком, я вам очень советую все-таки выбрать Select Color, то есть взять пипеточку, инструмент пипетка, и левой кнопкой мышки щелкнуть по любому полю, где находится ваш хромакей. Вот он, щелкаю. Видите, моментально хромакей убирается, окрашивается в черный цвет, нулевой слой. Ну и в принципе это первый этап. Затем я нахожу любую понравившуюся мне картинку. Если я хочу, чтобы у меня видео было записано в фоне статической картинки. Выбираю импорт мультимедиа. Опять же, я заранее нагуглила ее в интернете. Ну, к примеру, говорю, вот такая картинка, да, выбрала. Опять же, выбираю правой кнопкой мышки, становлюсь на этой картинке и выбираю добавить на шкалу времени в точку указателя воспроизведения. И для того, чтобы картинка поместилась за мной полностью, я сейчас хватаю левой кнопкой мышки эту картинку и аккуратно растягиваю по всей длине этого видеофайла. Еще один вам совет. Не забывайте, что эта картинка должна быть ниже на уровень, чем ваше основное видео. В таком случае она начинает проявляться через нулевой слой. Точно так же можно поступить, если вместо статической картинки взять и использовать какое-либо видео, для того, чтобы оно было фоном вашего. Точно так же загугливайте, растягивайте это видео по длине всей картинки. Ну, это вы уже сможете справиться самостоятельно. Я надеюсь, идея вам сама понятна. Надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте отметки «Нравится». С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!